Всем большой привет. Меня поместили в карантин. Короче, так быстро свой чемодан, вернее чемоданы еще никогда так быстро не собирал. Представляете, вот эти две огромные сумки, плюс у меня еще есть hand luggage, плюс там еще лэптоп, все такое. В общем, я не знаю, я надеюсь, что я ничего не забыл. Я не знаю, надо ли показывать каюту, в которой я сейчас нахожусь. Это стандартная каюта с балконом на лайнере MSC Virtuoso. Это пассажирская каюта. Получается, что я говорил в одном из своих видео, что есть 3 зоны, да, изоляции. Вот, я нахожусь в желтой, 10-я палуба, балкон. Ну, сейчас бегленько покажу, почему нет. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. Ну, ванная тут тоже как бы стандартная, ничего тут особенного нет. Просто еще раз посмотрите, в каких люксовых условиях живут изолированные члены экипажа. Hi guys. Ну вот. В принципе, неплохо. Меня, в общем, одели вот такую вот историю. Вот такой вот костюмчик, и очень жарко в нем, несмотря на то, что он тоненький, не пропускает вообще совсем никакого воздуха. Бегать в нем, наверное, очень круто, надо будет себе взять один. Вот, потом вот такую вот фигню еще одели на меня, маску, естественно, и перчатки. Вот в таком вот одеянии, короче, тащил две вот эти огромные сумки, каждая из которых, наверное, килограмм по 25. И это все при том, что у меня на последних месяцах начались проблемы немножко с седалищным нервом, где-то вот или застудил, или что-то такое. Но, в общем, мне довольно некомфортно сейчас передвигаться, тем более с тяжестями. Но, к сожалению, никто, ну, там ребята пытались из охраны помогать, но на сколько дней здесь пока неизвестно. Процедура говорит, что 14. Что с ребятами, у которых позитивный результат? Ну, я так понимаю, что их отправят на изоляцию в госпиталь или отель на берег. А, еще смотрите, какую историю забыл показать. В общем, я просто не обратил внимания сразу. Вот, получается, здесь у нас такой вот, это для крю, это не для пассажиров. Все это подготовлено уже. Письмо такое, масочки вот такие, то есть этот самый целый конвертик с масками. Здесь у нас пульт для телевизора. И здесь письмо, в котором пишется, сейчас расскажу, что Welcome aboard MSC Virtuoso. В общем, да, все, мы надеемся, что все там у тебя хорошо, надеемся, что ты здоров и твоя семья в порядке. Мы надеемся, что ты понимаешь, что важность всей этой изоляции. Изоляционный период для тех, у кого нет вакцинации или есть первая доза. 14 дней. Для тех, у кого нет вакцины или первая доза есть. Написано 10 дней. Для тех, у кого, а я так понимаю, это превентивная изоляция. Для тех, у кого есть полная вакцинация и после второй дозы уже прошло 14 дней. 7 дней в карантине. В общем, какая история? По требованию английских властей они будут делать тест на 2, 5 и 8 день. Это будет ICT тест, который просто палочку в нос, там он буквально вот этот вот экспресс, который при тебе прям делают. Вот. Потом они 2 раза в день будут делать температуру чек, проверять температуру утром и вечером, это нормально, это всегда так делают. Кто-то мне звонит, сейчас. Короче, в конце изоляции будет произведен PCR-тест. Дальше о том, что предоставлен будет бесплатный пакет интернета и бесплатные фильмы. Значит, написано время, когда будет приносить завтрак. Это 7 часов утра, обед в 12 дня и в 7 вечера будет ужин. Очень строго запрещено покидать каюту в процессе изоляции. Так, ребята, мне постучали в дверь. Это значит, что мне, скорее всего, принесли ужин. Я голодный, как собака. Я последний раз ел в 11 часов дня. Я сейчас готов просто сажать ведро всего, я не знаю, всего, что мне принесут, даже риса. Так, ну вот, как я говорил, этот столик. В общем, сейчас я это все заберу. И когда все будет закончено с ужином, я поставлю это все обратно на этот же маленький столик.
Так, поехали глянем, что там. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. В общем, смотрите, начнем с основного. Это, я так понимаю, говядина, судя, или свинина, непонятно. Попробую, скажу. Хлеб. Это цукини. Дальше картофельное пюре. И вот эта история горошек и морковка, они замороженные. Приходят сюда, их отваривают и вот нам вот таким образом подают. Это, я так понимаю, десерт. Ну, такой печальный. Бутылка воды обязательно. Ну, она должна быть, наверное, с обедом и с ужином, я не знаю. Ну вот на ужин одну дали. Приборы пластиковые одноразовые, ну и фрукт. В принципе, более-менее можно покушать. Я считаю, нормально. Не скажу, что было все там прям отвратительно. Вполне съедобно и даже на самом деле неожиданно вкусно. Единственное, что оставил вот такой вот хлебчик, ну, если видно тут, я не знаю. Все, я поел, сложил все это сейчас в пакетик. Я вытащу это все во двор. Надо сказать, что в каютах для экипажа, даже если это в пассажирской зоне каюта находится, разнообразие каналов очень большое, их там больше 100, что такое. Здесь я включил, ну, сейчас покажу, это получается вот один safety канал, здесь, ну, понятно, какое-то видео, касающееся безопасности на борту. Это, кстати, наш метрдотель Эдуардо. Вот здесь показывают всех руководителей департаментов, потом Nautic Information, ну, то есть навигационную информацию, где мы находимся, куда идем, как, это чего. Это MSC Foundation, наверное, да, или что такое, что-то не увидел. Ну вот да, что такое. Euronews. Какая-то фигня произошла. Но я вам скажу, я вот только что просмотрел несколько каналов, большинство из них, бляха-муха, про коронавирус. Мне так стало грустно. Уже 9:30 утра, я выспался, и это значит что? Это значит, кофе я буду пить холодным. Наш завтрак. Печенье, яичница, картошечка, рис, куда же без него, круассан, 2 булочки и салями с сыром, фрукты, кофе, сахар, мешалочка и приборы. Полчаса назад получил официальное подтверждение, мне позвонили, что я буду здесь находиться не менее 10 дней. Уф. На что я абсолютно не рассчитывал, и это очень печально. Блять. Когда это, блядь, все закончится, честно? В общем, я уже как-то пришел в себя и даже нарисовал себе план действий. Вот, достал свои резиночки, сейчас буду ездить непрочитанные книги. В общем, заниматься есть чем. Но из хорошего мне принесли мой первый карантинный ланч. Довольно странный такой набор, но вот так. Значит, что мы имеем? У нас паста и еще одна паста путанеска, но с какими-то креветками и какой-то жареный рис. Это вкусно. Мусака. Это тоже вкусно. Какой-то десерт, опять хлеб. Почему-то по 2 куска постоянно хлеба. Ну, 2 колы. Водичка, яблоко и приборы. Разморило под вечер, уснул, разбудили, принесли ужин. День 2.
Метлов, паста, я так понимаю, с песто, что-то такое. Цукини какие-то вареные, не знаю, с чем-то тоже. Десертик, хлеб и апельсинка. Закончился второй день моего вынужденного и такого неожиданного карантина. Поставил будильник на 5:30. Хочу таки заснять заход в порт Саутгемптон. Из хорошего то, что мне уже определили точную дату моей дезэмбаркации, когда я еду домой. Я надеюсь, что она будет окончательная и не изменится. Я уже не впервые нахожусь в карантине, и я прекрасно знаю, как себя занимать, но тем не менее все равно это обстановка давящая, потому что ты находишься 14 дней один, без выхода, в 4 стенах, такой небольшой коробочке. Доброе утро, день 3. В общем, я благополучно проспал свою съемку утреннюю. Ни хрена я не заснял заход в порт. Короче, выхожу такой со своей камерой. Оделся в куртку, потому что холодно на улице. Ну, у меня так будильник сработал. Я такой весь, думаю, 5:30. Сейчас как раз заход в порт. Настроился, штатив, камера. Открываю балкон, а мы уже стоим в порту. Смотрю на время, уже 6:30. Только что принесли завтрак. Погнали посмотрим, что там поесть. Не думаю, что там будет что-то экстраординарное. Вместо бекона теперь сосиски. И картошка. Сегодня это вот только все остальное, даже печенье, кукис. Что у нас там? Круассан, булочка. Даже салями то же самое, даже сыр то же самое. Фрукты опять. Фрукты, яблоко это мне передают девочки. Спасибо им. Приятного мне аппетита. Я не спал практически всю ночь из-за того, что не мог уснуть. Я проснулся к ланчу, который был уже там 12 часов дня, уже больше 2 часов назад. Естественно, вся еда холодная, она за дверью. Итак, день 3, ланч. Курица с каком-то, не знаю, какой-то салат тоже с какой-то курицей непонятной. Что вот это, я пока не понимаю. Dual chocolate cake, хлеб, фрукты, яблоко это по специальному заказу девчонки мне приносят. Приятного мне аппетита. В общем, есть у меня такая приблуда, такой типа штатив китайский. В общем, он сломался, упал у меня, и отбилась, короче. Вот эта вот штука, вот эта вот головка, не знаю, если в фокусе она. Мастырил эту приблуду и ничего не смог сделать. В общем, что, короче, произошло сегодня. Сегодня я решил пострессить наших медбратьев, докторов, короче, потому что, такая история, меня тут заперли, да, и у меня тут небольшие проблемы со здоровьем. Я попросил чувака, который меряет температуру, медбрата, передай, пожалуйста, там своим в госпиталь, что у меня такая есть ситуация, у меня тут, воспалился лимфоузел, мне нужна какая-то помощь. В общем, приходит он через 20 минут с ПЦР-тестом. Говорит, доктор сказал, что это симптом коронавируса. Мне, кстати, принесли ужин, поэтому я уже сильно голодный. Идемте покажу, что мне там принесли поесть. Итак, ужин, по-моему, день 3 сегодня, да? Это похоже на морковку с сыром. Я не знаю, что это за блюдо на самом деле. Паста с грибами. Похоже на чили кон карне. Не знаю, на вкус и на цвет, на запах, в принципе, оно. Хлеб и десерт, рулетик вот такой. Апельсинка, прибор. Приятного мне аппетита.